После выхода сумасшедшего мотоцикла Kawasaki H2 с наддувом, все прекрасно понимали, что перенос этой технологии на новые модели будет неизбежен. Так появился сначала Sport Tourist H2 SX, выпуск о котором выходил ранее, кто не смотрел, ссылка в описании. Ну а затем и долгожданный Dickie Naked Z H2, о котором мы сегодня и поговорим. После выхода этой модели у большинства возник вопрос, а зачем вообще столько мощности на городском мотоцикле? Но тут, я думаю, прежде всего играет фактор уникальности. При этом, несмотря на впечатляющие технические характеристики и столь же высокие характеристики ускорения, японцы умудрились сделать Kawasaki ZH2 настолько спокойным и повседневным, насколько вам это нужно. Получился очень полезный маньяк с большим количеством сдержанной агрессии. Рядная 998-кубовая четверка ZH2 по сути такая же, как и у линейки H2 SX. Здесь та же 69-мм крыльчатка из кованого алюминия, которая подает огромное количество воздуха напрямую в двигатель через асимметричный воздуховод, выступающий с левой стороны. Именно она издает этот уникальный в классе стрекочущий звук при замедлении и понижении передач. Обычно для нагнетателей требуются промежуточные охладители, но они добавляют веса. Инженерам Kawasaki удалось обойти проблему, используя эффективную конструкцию, которая не повышает чрезмерно температуру сжатого воздуха, а прямое масляное струйное охлаждение омывает важные компоненты, обеспечивая надлежащую смазку и рабочие температуры. Однако в двигатель городского Naked были внесены некоторые важные изменения, чтобы придать ему более низкую среднюю мощность в сравнении со Sport Tourist. С этой целью инженеры Kawasaki разработали новые топливные карты для конкретной модели и совершенно новую выхлопную систему с более длинными патрубками коллектора, в которой приоритет отдается низкой и средней мощности при соблюдении стандартов выбросов Евро-5. Благодаря этому по сравнению с H2 SX ZH2 обладает гораздо большей отзывчивостью на низких оборотах, а максимальная мощность составляет 200 лошадиных сил на 11 тысячах оборотов в минуту, что всего на 4 лошадки меньше, чем на ZX-10R. А крутящий момент 137 Нм на 8,5 тысячах уже приближается к показателю ZZR 1400. Несмотря на самый большой снаряженный вес в классе, а это ни много ни мало 239 кг, от 0 до сотни ZH2 разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Но каким бы линейным и простым в управлении не был двигатель с наддувом, все же хорошо, что за ним присматривают современные технологии. Стандартный пакет электроники включает функции, поддерживаемые умным шестиосевым блоком управления от Bosch. Это наклонный ABS, трехуровневая система контроля тяги с определением угла наклона. У
управление демпфером руля, управление скольжением и круиз-контроль. Также имеется и квикшифтер с проскальзывающим сцеплением. Кроме того, доступны 4 режима езды: спорт, роуд, рейн и райдер, причем последний является индивидуальной версией, в которой контроль тяги можно отключить. И 3 режима мощности: полный, средний 75% мощности и низкий 50% мощности, который позволяет адаптировать максимальную мощность к вашим потребностям. Все это управляется с помощью аккуратного и стильного полноцветного TFT LCD экрана. Решетчатая рама, как и у H2SX, изготовлена из труб из высокопрочной стали. Она была спроектирована с учетом устойчивости и управляемости как на высокой скорости, так и на извилистых участках. Но в отличие от спорт-туриста, здесь используется не консольный, а двусторонний маятник с моноамортизатором Showa с газовым зарядом. Передняя подвеска также состоит из полностью регулируемой перевернутой 43 мм вилки Showa. В целом ZH2 не такой жесткий, как ZX10R, и не такой мягкий, как H2SX. За торможение отвечает система Brembo. Это два 320 мм диска с радиальными моноблочными четырехпоршневыми суппортами спереди и один 260 мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. В итоге Kawasaki сделала уникальный супермощный Naked, который может сжимать прямые, как будто их не существует, но при этом он также удобен и во всех повседневных вещах. На данный момент цена на официальном сайте за ZH2 2023 года от $18 500.